Привет, друзья! Если у вас есть одна картошка и одно яйцо, приготовьте это вкуснейшее блюдо из картошки. Берем одну большую крупную картофелину и натираем на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Очень интересно, насколько далеко путешествуют мои рецепты по всему миру. Отжимаем сок из натертого картофеля и отправляем в миску. Сюда же разбиваю одно куриное яйцо, добавляю небольшую щепотку соли, соль по вкусу и приправляю черным свежемолотым перцем. Больше из приправ ничего не нужно, только соль и перец. Натираю грамм 30 любого сыра и отправляю сыр к картошке. И все хорошо перемешиваю до объединения картошки с остальными ингредиентами. Друзья, этот рецепт настолько простой, что вы легко в любое время сможете приготовить его на ужин, и это блюдо вкуснее жареной картошки. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и делю картофельную массу на 4 части. Выкладываю картофельные блинчики в горячее масло. Сковородка должна быть уже хорошо разогретой, но огонь не слишком сильный, чтобы наши блинчики, оладушки из картошки не горели. И обжариваем картошку буквально по 2-3 минутки с каждой стороны. Жарьте просто до красивой золотистой хрустящей корочки, а корочка здесь получается просто супер хрустящая. И это, наверное, самый простой рецепт из картошки, который я когда-либо готовила, и самый вкусный. Переворачиваем картофельные блинчики и жарим еще по 2-3 минутки с другой стороны. А пока жарятся блинчики, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделитесь рецептом с друзьями. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Выкладываю картофельные блинчики на тарелку. Вкуснейшая картошечка с великолепной хрустящей корочкой. Подаем со сметанкой, с помидорами, с любой зеленью. Получается вкуснятина невероятная. Друзья, спасибо за просмотр. Я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и вкусной картошечки. Пока-пока и жду вас в моем новом вкусном видео. Скоро увидимся!